Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно я, как всегда, приветствую своих подписчиков. А в этом видео мне хотелось бы продолжить тему расходных материалов, поднятую в одном из предыдущих видео, ссылка на которое, кстати, будет вверху экрана, которое вызвало достаточно большой интерес среди моих подписчиков. И поэтому в продолжении разговора я хотел еще рассказать несколько интересных моментов. В предыдущем видео я рассказывал о различных моделях картриджей, о их предназначении. Я говорил о том, что нужно определиться с целями, задачами, с типом печати, соответственно, подбирать принтеры картриджи под конкретные ваши нужды. Также я упомянул тему оригинальных и совместимых расходных материалов. Ну и в продолжение темы я бы хотел вам показать интересную, на мой взгляд, картинку. Это то, как примерно должны храниться расходные материалы. На мой взгляд, я был ответственным за расходные материалы в достаточно большом количестве компаний. И всегда я приходил вот примерно к такому стеллажу, на котором у меня хранились расходные материалы. При этом на уровне 3, на самом нижнем, всегда я старался хранить пустые картриджи, те, которые потенциально могли быть использованы для последующих заправок. Там же могли располагаться и картриджи, которые уже выработали свой ресурс с проблемными валами. То есть картриджи, находящиеся на третьем уровне, соответственно, могли либо перекочевать на следующий уровень, это уровень 2 заправленные картриджи, либо, соответственно, картридж мог отправиться на помойку, то есть если он не подлежал восстановлению. Далее переходим уровень 2, это у нас заправленные картриджи. То есть картриджи, которые либо мы самостоятельно заправляли, либо приглашали компанию заправщика, либо картриджи, поступившие к нам после заправок по системе вечный картридж. То есть они все попадают на уровень 2 и ждут своего часа. Уровень 2 это как раз таки те картриджи, которые в первую очередь мы используем в работе. То есть возникла потребность, где-то закончился картридж, мы сразу же идем и на уровне 2 ищем подходящий картридж. Если у нас подходящего заправленного картриджа на уровне 2 нету, тогда мы переходим на уровень 1. На уровне 1 у нас хранятся картриджи оригинальные, в коробочках запакованные. В основном на уровне 1 у меня хранятся черные картриджи. Ну, конкретно в данном примере справа там у нас немного лежит цветных картриджей, но это скорее исключение. Потому что цветные картриджи, оригинальные в коробках, на самом деле у меня хранятся на уровне 0. То есть туда попадают очень дорогие, большие, оригинальные картриджи в коробках. Да и вообще все цветные оригинальные картриджи в коробках, то есть те, которые ни разу не заправлялись, они в принципе хранятся на уровне 0, ну или иногда на уровне 1. Соответственно, картриджи с уровня 1 и с уровня 0 мы стараемся брать по минимуму. То есть только в ситуации, если у нас подходящего заправленного картриджа не оказалось на уровне 2. Соответственно, в процессе эксплуатации заправок мы мониторим количество оставшихся у нас заправленных картриджей и своевременно заказываем заправки картриджей, которые у нас хранятся на уровне 3, чтобы пополнять, соответственно, уровень 2. Ну, естественно, когда на уровне 2 не оказывается подходящего картриджа, мы распаковываем оригинальный картридж с уровня 1, ну или с уровня 0. Но в основном я лично стараюсь не прикасаться к уровню 0 и очень редко залазить на уровень 1. То есть те картриджи, которые там лежат, это просто такой вот золотой запас, страховка. Да, еще один момент, то, что касается заправки цветных картриджей. Конечно же, цветные картриджи мы тоже заправляем, но только заправляем в надежных, хороших, проверенных компаниях. Потому что вы сами понимаете, что стоимость цветных принтеров, она достаточно высока. И загубить принтер стоимостью, там, допустим, 30 тысяч за счет того, что мы пытались сэкономить на заправке этого картриджа, это было бы немножко легкомысленным. Поэтому заправляемся только в хороших фирмах. Такие заправки достаточно дорогие получаются по сравнению с заправками черных картриджей. Ну, например, картридж 307А, голубой, который вот на моей картинке вы видите на уровне 0. Сам по себе картридж стоит, по-моему, порядка 15-18 тысяч. В то же время заправка такого картриджа обойдется вам примерно в 3000.
а как вы знаете, в цветных принтерах у нас 4 картриджа, то есть одна полная заправка всех 4 картриджей, по идее, вам встанет где-то в 45-50 тысяч. А если мы производим заправку этих картриджей, то заправка всех 4 картриджей всего лишь навсего обойдется в 12. Это очень большая экономия. И, конечно же, если картриджи еще в рабочем состоянии, то я рекомендую, естественно, их заправлять. Еще интересный момент, о котором я также хотел рассказать, это вообще как организовать работу с расходными материалами, как сэкономить средства организации. Вот лично я, приходя в очередную организацию, как вы знаете, я айтишник, руководитель как раз-таки IT-службы, в основном как раз и отвечаю за эксплуатацию, за расходные материалы, за экономическую эффективность данного направления. И практически всегда, приходя в новую организацию, я обнаруживал существенный ресурс к повышению эффективности как раз в части расходных материалов. Самым первым делом, приходя в новую организацию, лично я всегда анализировал парк печатной техники. Зачастую печатный парк техники состоит из принтеров, МФУ, множительной техники различных фирм. Часто на местах мы видим с вами просто зоопарк печатной техники. Там у нас присутствуют принтера Оки, Lexmark, Kyocera, Xerox, куча Canon'ов, HP и так далее. Естественно, если ставить перед собой задачу повышения эффективности и сокращения затрат на обслуживание печатной техники, естественно, нужно постараться прийти к некой унификации. То есть постараться вывести из парка то оборудование, которое уже морально устарело, какие-то раритетные аппараты, там, компании Xerox, Panasonic или еще что-то. Потому что все эти раритеты, как правило, имеют достаточно редкие расходные материалы, цена на которые из-за их вот этой самой раритетности возрастает существенно выше своих более распространенных аналогов. Я лично всегда старался приводить парк печатающей и копировальной техники к наименьшему количеству различных марок, то есть чтобы, например, была большая часть, 90%, например, принтеров от компании HP, некоторые принтеры или МФУ могли быть, например, от компании Canon, может быть, какие-то копировальные аппараты могли быть, допустим, от Kyocera, может быть, что-то там могло быть, какие-то огромные аппараты от компании Xerox. Но всегда нужно стараться привести вот это вот разнообразие к наименьшему как раз-таки количеству, чтобы вероятность того, что расходные материалы от одного аппарата подойдут к другому, возрастала. То есть, чтобы как можно больше аппаратов у вас кушали, в кавычках, скажем так, одни и те же расходные материалы. В этом плане гораздо проще становится наполнять свой склад расходных материалов, и вы можете себе позволить существенно больший запас этих картриджей, нежели бы если у вас было 100 различных аппаратов совершенно разных и совершенно с разными расходными материалами. После того, как мы провели унификацию самого парка печатной техники, мы производим уже анализ объемов печати, планируем, какие объемы запасов картриджей нам необходимо иметь. Исходя из этих объемов, мы планируем закупки либо оригинальных картриджей, если бюджет позволяет, но, как правило, он не позволяет, и мы планируем, соответственно, закупки совместимых расходных материалов, заправки картриджей оригинальных, анализируем договора с компаниями, с которыми ранее организация работала. Проанализировав имеющиеся договора, вполне возможно, вы найдете очень большой, опять-таки, резерв. В частности, я, например, придя в очередную организацию, где я некоторое время назад работал, это была благотворительная организация, я обнаружил, что бюджет на расходные материалы, там был примерно порядка 35 тысяч. При этом потребление картриджей было, в общем-то, небольшим. Проанализировав те цены, по которым мы приобретали расходные материалы, я пришел к тому, что мы можем существенно сократить эти затраты. И на месячный бюджет фактически мне удалось произвести закупку расходных материалов, которые потом впоследствии нам хватило более чем на 3 месяца. То есть вы понимаете, да, то есть вот за 3 месяца эти бюджеты фактически мы сэкономили, по-моему, порядка 50 тысяч. То есть эти деньги вполне можно было использовать на какие-то другие нужды организации.
Вот даже вот такая простая задача, если ее не продумать грамотно, фактически будет съедать лишние деньги организации, и именно так зачастую в организациях и происходит. А всего-то навсего провести унификацию той техники, которая в организации используется, проанализировать рыночные предложения, что нам предлагают компании-заправщики, заключить более выгодные договора и в путь экономить средства и производить заправки по существенно более выгодным условиям. При этом я предвижу вопросы, что а вдруг более дешевые заправки, например, окажутся менее качественными, то есть будут насыпать меньше тонера, тонер, возможно, будет какой-то некачественный. На самом деле все серьезные компании, с шарашкиными конторами, которые там где-то в подвале работают, естественно, серьезная организация сотрудничать, наверное, не будет. Все более-менее серьезные компании стараются учитывать все эти технические требования техники и не использовать какие-то левые расходные материалы, чтобы не ставить под вопрос вообще работоспособность техники своих клиентов. Такие компании очень, наоборот, дорожат своими клиентами в случае, если возникают какие-либо проблемы с заправленными картриджами. Как правило, происходит замена картриджей вообще бесплатно и без каких-либо вопросов. По крайней мере, я такое видел всегда, сколько я не работаю с различными компаниями и по различным схемам работы. Ну что ж, а теперь давайте немного разбавим мою болтовню, немножко я продемонстрирую то, что у меня здесь лежит передо мной, и немножко поговорим об этих картриджах, которые мы здесь видим. Здесь у нас находится картридж, очень хороший, популярный картридж 12А, полное название Q2612A. Это, я считаю, просто must-have картридж для всех домашних принтеров, то есть все принтеры должны быть именно вот такого плана. Этот картридж без чипа. Ресурс этого картриджа 2000 страниц. Далее у нас идет картридж CE278A с ресурсом 2100 страниц. Этот картридж на самом деле примерно с сопоставимым ресурсом, но он уже используется в чуть более профессиональной технике, уже в некоторых МФУ. И то есть, скорее всего, этот картридж все-таки будет использоваться, наверное, уже в бизнес-целях, нежели дома. Далее идет картридж с еще большим ресурсом. Здесь мы видим картридж 05А, полное название CE505A. Его ресурс 2300 страниц. Как раз таки в прошлом видео я рассказывал, почему я являюсь противником этого картриджа, потому что те принтера, в которые он предназначен, на самом деле, как правило, поддерживают картриджи высокой емкости 0.5X, и как раз таки я показывал переделку одного из принтеров под картридж 0.5X. Соответственно, этот картридж с ресурсом 2300 страниц не выдерживает никакой критики по сравнению с его расширенной версией на 6500 страниц. И да, конечно же, этот картридж больше подходит уже либо под офис, либо под домашний офис. Но бывают ситуации, когда даже такого картриджа на самом деле будет мало, если объемы печати еще больше, если у вас возникает необходимость печати формата А3, то тогда вам на помощь придет картридж еще большего формата. Это у нас картридж 70А, полное название Q7570A. Это уже картридж монстр, он просто огромен. Я сейчас его пытаюсь показать полностью. Гигантский картридж. Его ресурс 15 тысяч страниц. Кстати, этот картридж тоже имеет расширенную версию, то есть картридж 70X также существует, но его ресурс всего лишь навсего 18 тысяч страниц. И я считаю, что он не так уже эффективен. То есть, если сравнивать 0.5А с его расширенной версией, то такого же эффекта по сравнению с 70А и 70X мы не дождемся. Некоторые сторонники струйной печати пытаются что-то мне возразить, но на самом деле, вот вы себе представьте, да, вот этот вот маленький картридж струйный с его объемом, причем стоимость этого маленького струйного картриджа будет равняться примерно стоимости совместимого картриджа, допустим, размера картриджа 12А. Но сами вы понимаете, размер бункера с тонером лазерного картриджа и вот этот вот маленькая емкость струйного картриджа с его небольшими ресурсами. В пересчете на одну страницу это просто, на мой взгляд, бессмысленно сравнивать.
То есть, повторюсь, как я уже в предыдущем видео упоминал, на мой взгляд, хоть какое-то сравнение струйной и лазерной печати имеет смысл проводить только если струйный принтер у нас с вами оснащен системой непрерывной подачи чернил. Вот в этом случае можно о чем-то говорить. Ну и в конце видео давайте я вам еще покажу, как, если вы покупаете, например, БУ принтер, БУ картридж, как не налететь на не очень сильно изношенный расходный материал, конкретно как определить по картриджу состояние его вала, то есть как увидеть уже убитый вал. Давайте вот возьмем, например, картридж 12А. Мы очень аккуратненько с вами отодвигаем шторку, то есть вот я беру за край, естественно, руками к валу мы не лазим, отодвигаем нашу шторку и очень внимательно начинаем смотреть на состояние вот вала по всей его длине. Здесь вы видите, что вал достаточно одноцветный. Вот, изменение цвета вот присутствует только вот в этом месте. То есть вот здесь уже износ достаточно большой, но это уже самый край листа. Вот, когда здесь появятся полосы, уже материал будет стерт, то вот эта полоса будет переноситься при печати на лист, на самый его край. В принципе, большая часть листа еще вполне себе будет читабельна, и печатать этим картриджем фактически можно будет продолжать. То есть этот картридж считаем с достаточно удовлетворительным состоянием. Смотрим следующий, за краешек, аккуратненько. Вот. Здесь на краях могут быть некоторые остатки тонера, это в принципе тоже не смертельно. Здесь тоже вал однотипный, царапин нет, вот есть только стертости некоторые на краю. Вполне себе рабочий картридж, который можно заправлять и использовать далее. Вот, если же вал у нас уже убитый, то соответственно требуется операция по замене вала. Ну вот, допустим, что-то наподобие, как вот здесь вот с края уже стертость до металлического блеска, оно может появиться, например, где-то посередине вала. Все, в принципе, такой вал, конечно же, будет однозначно подлежать замене, потому что полоса будет идти прямо посередине листа, то есть она будет мешать правильному восприятию текста или изображения, которое вы печатаете. Вот, требуется операция по замене вала. Не то чтобы вал жутко дорогой, но в некоторых картриджах операция по его замене вам обойдется там, в 1500–2000 тысячи. Если, конечно, делать операцию по замене самостоятельно, единственное, нужно разбирать для этого картридж, да еще и где-то выгодно приобрести сам вал. Возможно, эта операция, конечно, будет более экономически целесообразной, но не у каждого пользователя имеются навыки по сборке и разборке картриджей, да и не каждый захочет этим заморачиваться. Ну что ж, в принципе, я постарался поделиться очередной порцией моих знаний по эксплуатации различной печатной техники и их расходных материалов. Возможно, я затронул какие-то интересные для вас темы. Если у вас возникли, соответственно, вопросы, то пишите их в комментариях. Я обязательно постараюсь на них ответить, конечно, в рамках своей компетенции. Но, возможно, среди моих подписчиков есть даже более компетентные, чем я, пользователи. И, возможно, у нас состоится еще даже более интеллектуальный разговор с большим количеством участников. Мне будет это очень приятно. Ну а я же, с вашего разрешения, раскланиваюсь. Напоминаю, что тем, кто еще не подписался на группу моего YouTube канала в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, то ссылка на эти группы имеется в описании к видео. Если вы соберетесь покупать что-либо на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы, те кэшбэк-сервисы, которые использую я и рекомендую, ссылка на них будет в описании. А если вам нравится мой канал и вы хотите сделать его еще лучше, то поддержать его можно по самой нижней ссылке в описании к этому видео. Все, друзья, всем счастливо, пока! Love